Слава Украине, привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». В принципе, все как раньше. Атакуют они ровно на тех же местах, где это было и раньше, то есть Торецк, Покровск, Часов Яр, и так кое-где в Донецкой области еще. Запорожская область пытается проявлять активность безуспешно. Курская, Белгородские народные республики. Война продолжается в полный рост. То есть все как было, так оно приблизительно и есть. Рашисты утилизируют личный состав, причем, знаете, иногда по Донецкой области смотришь, что делают, то есть показательно уничтожают своих людей. Зачем? Ну, тут трудно сказать. Последнее видео, которое вот я разместил на телеграм-канале, ссылка внизу в описании к данному ролику, оно вообще поразительное. Чисто поле, просто вот чистое поле. И из посадки выскакивает 5 рашистов, пешком, конечно. И пехом чешут посадки напротив, там, где, по всей видимости, наши. Видео получив приказ там закрепиться каким-то образом. При этом ширина поля, наверное, с километр. Как они рассчитывали вообще пройти? Это ж, знаете, это же не ночью. Ну ладно, ночью там нету приборов ночного видения. Еще что-то где-то как-то понятно, ну может быть. И то вряд ли. При современных беспилотниках и так далее. А среди бела дня, ну это стопроцентная утилизация. И так оно и получилось. Они прошли, может, метров 100 или 200. Они, ну все. И потом были просто уничтожены дронами. Наши, наверное, офонарели от этого. Наши, когда увидели вот такую наглость, просто пехом через поле. Это же невозможно объяснить. На что рассчитывали рашисты, когда они посылают свой лишний состав вот таким вот образом, значит, утилизироваться. Может, они в чем-то были виноваты, может, еще что-то, но прошли, некоторые из них прошли 100 метров, максимум 200. Вот. Ну и там, конечно же, их всех и, собственно говоря, обнулили. Еще раз говорю, что в голове у российских офицеров абсолютно непонятно, потому что там вот это обнуление, как они говорят, это их сленг, кстати, не наш, это их сленг. Постоянное обнуление своих солдат это норма жизни. Почему так? Вопросы к ним. Да? Вот. За вчерашний день было у Кондрапуплина отправлено как раз туда на обнуляют 1210 путинских этих федерастов и общее количество путинососов, которые пришли в Украину с целью убивать женщин и детей, но не смогли этого сделать, составляет теперь 930 тысяч 210 штук. Один танк уничтожен всего 10 580. Ну, то, что я вам и говорю. Значит, танки им жалко, броневики им жалко, чмобики, расходные материалы им их совершенно не жалко. И, собственно говоря, там, наверное, сводятся еще и личные какие-то счеты. То есть они их тупо бросают на забой, да и все. 15 броневиков за вчерашний день, всего 22 048. Ну и, конечно, по артиллерии, то есть ствольная артиллерия, что мы имеем в виду, это пушки и это минометы. 61 штука нашлепали за вчерашний день, всего 26 043. Ну, с артиллерией у них беда. Тут никакой уже, по-моему, Ким Чен Ын не поможет со своими пушками. А что толку, если он им помогает, а пушки дают калибра, снарядов, которым нет, и которые надо тоже клянчить, а потом вести 8000 километров до пункта назначения. Короче говоря, там тот еще помогальщик, да? Дальше, 1 единица РСЗО, то есть ракетных систем залпового огня уничтожена. Какая, я вам, к сожалению, не скажу. Вот. И мы видим, как развивается перемирие от Трампа. 122 беспилотника за ночь было сбито, ну, представьте себе. В основном уже шахеды по нам летели. Вот так вот, да, 122 штуки, всего 32 200 беспилотников у Путина было сбито. Традиционные потери в автомототехнике, да, 165 штук. Вот чего ему не жалко, это, значит, автомобили для своих чмобиков. Не жалко абсолютно. И они на этих автомобилях не бронированных ходят в атаку. Ну, последствия всегда однозначные, абсолютно всегда. Это просто обнуление. Всего 43 679. И также 2 единицы спецтехники разбили у них. Всего 3798. Ну, ребята, таким образом, картина следующая. Путинская армия
в значительной, в очень большой степени потеряла свои материально-технические ресурсы, свои материальные возможности к какому-то там большому наступлению. Кстати, привет тем, кто говорит, что у них там будет огромная какая-то мобилизация, еще что-то. Чем они их вооружать будут? Ишаками, конячками, верблюдами, рогатками, мосинскими винтовками. Ну, несерьезно, да. То есть техники нет. Техники нет от слова вообще. О современной войне, вы же видите, без техники это все не имеет никакого смысла. Единственное, что ты можешь, это просто гасить собственный лишний состав. Поэтому не волнуйтесь, ничего вот этого вот в виде там каких-то гигантских размеров могилизации, еще что-нибудь, этого ничего не будет. Наберут еще, может быть, 1150-200 с тем, чтобы возможно, и то, тут такое вот ходит слухи, возможно заменить тех, кто начинал войну в 22 году. Возможно. Но, как говорится, тут не точно. Возможно, никого и не будут набирать уже. Тут такое, посмотрим, до чего договорятся Витков с Путиным сегодня. Вот будут интересные переговоры там на фоне арестованного рашистского танкера теневого флота. Вот этим теневым флотом, конечно, рашистов можно хорошо шантажнуть, потому что это деньги. Это деньги, и других денег у них как бы нет. Но посмотрим, что еще будет. Мы же не знаем намерения американцев, посмотрим. Вот. А мы пока что видим налицо другое, что вот эта бывшая вторая армия мира на сегодняшний день ездит на ишаках, на ослах и на верблюдах, да. И то ездит только до того момента, пока не сожрет их.